Род Романовых правил в России несколько веков. Цари и императоры были разные, одни умными и заботившимися о стране, а другие так себе. Не будем давать характеристик, чтобы не отвлекаться от темы. А она интересная. Кто был родителями Павла I и Николая I? Кажется, что мама и папа этих правителей известны, но есть все же вопросы. Возможно, что цари Романовые, если говорить строго, в какой-то момент закончились, и править стали совсем другие люди. Все потому, что у монарших особ были увлечения на стороне. Про Екатерину, родившую Павла, говорят и пишут много. А я еще сюда добавлю историю появления на свет Николая I. Там тоже интересно. Рассказывают, что однажды царю сообщили, установлено точно, что Павел I не был ребенком Петра III. При этом царю назвали привычную русскую фамилию. Ее я еще упомяну далее. Император Александр III, услышав эту новость, воскликнул: «Слава Богу, мы русские». Поясню. Если принимать, что Павел I был ребенком Екатерины и Петра, то уже в нем немецкая кровь, мягко говоря, преобладала, а в Александре, значит, русского почти ничего не оставалось. Если предполагать, что отец Павла был русским, то и у Александра III не было все так печально в плане происхождения. Впрочем, нет ничего страшного в немецкой крови для царя. Рюрик тоже не был славянином, вероятно. Позже все тому же Александру Третьему сообщили: нет, все же отцом Павла I был Петр III. Император опять воскликнул: «Слава Богу, мы законные». И самое смешное в этой истории то, что до сих пор никто не может сказать, законными были Романовы или русскими. Есть предположение, что отцом Павла был Сергей Салтыков. С ним Екатерина общалась, пока не была уверена в собственных силах как мятежницы и императрицы. Когда Павел появился на свет, то Салтыкова постоянно куда-то отправляли с дипломатическими визитами. Например, сразу же после рождения у Екатерины наследника, его возможный отец поехал в Швецию, чтобы известить тамошний монарший двор о знаменательном и счастливом событии, случившемся в России. И далее мужчина путешествовал, ни в чем себе не отказывал. Только вот складывалось такое впечатление, что Екатерина специально держала Сергея Салтыкова подальше от России. Наверное, так оно и было. Петр III долгое время не мог себя проявить в качестве мужчины. Болел. А когда силы появились, то император стал интересоваться разными женщинами, но не супругой. Вообще, было бы интересно узнать мнение по поводу этих отношений у профессионалов в области психологии. Мне кажется, что вот это вот непростой брак, сложные отношения между Петром и Екатериной, все это очень сильно повлияло на страну. История могла пойти по другому направлению, если бы не переворот. А мятеж Екатерина устроила не только потому, что хотела править, еще и с мужем были нелады. Вот это, как я представляю, было более важным мотивом взять власть в свои руки. Существует и альтернативная версия. Возможно, что Павел был все же сыном Петра. На это косвенно указывают две вещи. Первое. Екатерина не любила Павла, ребенок от ненавистного мужчины. Второе. Императрица сама распускала слухи о том, что Павел сын Салтыкова, чтобы лишить его возможности управлять страной. Остается только гадать. А теперь давайте перейдем к Николаю Бабкину. По одной из версий, сыновьями Павла из всех, кто родился у него в семье, являются только Александр и Константин. Михаил и Николай – дети другого мужчины. Современники Павла Петровича подмечали, что его младшенькие детки не похожи на отца и на старших братьев. Причем отличия находили не только внешние, но и в характере. Возможно, что принцесса Вюртембергская, Мария Федоровна, имела связи с другими мужчинами. Этого нельзя исключать. Про Павла же известно, что он встречался с Анной Лопоухиной. Мария Федоровна, по слухам, близко общалась с камерфурьером Даниилом Григорьевичем Бабкиным. Якобы именно от него женщина родила Николая и Михаила. Естественно, что нет документов, подтверждающих это. По слухам, Павел обо всем прекрасно знал и даже хотел публично заявить, что некоторые из его детей ему не принадлежат. Но в окружении императора некоторые люди посоветовали не позориться. Павел их послушался. Любопытно, конечно, исследования ДНК многое бы объяснили. А как вы считаете? Оставляйте свое мнение в комментариях. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.